Друзья, всем привет из Гватемалы! Вы на канале Big Trip Vlog. И сегодня мы вам покажем, как добраться до уникального национального парка Симук-Чимпей. Погнали! Из города Флорес 8 часов мы добирались до города Ланкин. И самое интересное было, когда вдруг наш шаттл остановился, чтобы переправиться через небольшую речку на пароме. Поэтому интересный опыт. То есть ехали под дорогой, закончилось, и тут паром. Но это было очень быстро, все организовано. Наш путь составил 8 часов, не было никаких проблем. Несколько было остановок, где можно было остановиться, перекусить. Вот, теперь мы в нашем отеле, который я вам хочу показать. Наш шаттл остановился в 250 метрах отсюда. Отель называется Эль Рекрео, и отсюда красивый вид открывается на церковь. Поэтому, наверное, одно из главных преимуществ то, что отель находится совершенно недалеко от остановки, куда прибывают шаттлы. И уезжать тоже будет удобно, не нужно будет дополнительно брать такси, тук-тук, можно добраться самим. Наш отель в деревянном здании. Здесь также еще находится ресторан, комнаты на втором этаже и в подвале. На ресепшене быстро увидели нашу резервацию, нас заселили. Также здесь можно приобрести напитки, где можно дойти до ближайшей заправки в 200 метрах, и там есть небольшой супермаркет. Также здесь есть ресторан, где можно перекусить, пообедать, поужинать. Очень много фотографий Гватемалы, древнего племени, национального парка. Также у ресепшена есть небольшая зона отдыха, гамак, скамеечки, еще несколько столиков, поэтому можно проводить время на свежем воздухе. Здесь ловит хорошо Wi-Fi. Наша комната находится на нижнем этаже, я его назвала подвал, не знаю, правильно это или нет. Просто ресепшн у нас, видите, чуть выше, а комната находится вот здесь. А сейчас я вам покажу нашу комнату. Немного мы живем в спартанских условиях, потому что в целом в городе Ланкин не так много отелей, и они совсем не дешевые. На входе находится душ и туалет. Они общие для всех комнат, для всех отдыхающих. В душе есть горячая вода. Здесь как раз все проблем нет. И с напором тоже нет проблем. Сверху стоит электрический водонагреватель, поэтому включаешь воду и сразу идет теплая вода. Обзор комнаты не займет много времени, потому что у нас здесь 2 кровати, есть зеркало и есть тумбочка. Все. Поэтому больше в этой комнате ничего нет. Но зато ловит Wi-Fi и в нескольких метрах душ, туалет. Поэтому 2 ночи проведем здесь и отправимся в следующий город. Сейчас мы вышли из нашего отеля, направляемся в центр города Ланкин, или его полное название Сан-Агустин Ланкин. Проходим красивое граффити. Здесь не что иное, как здание школы. Очень много детишек внутри. Еще что можно отметить об этом городке, а точнее деревне, то что она находится в горном ущелье, и высота над уровнем моря всего лишь 380 метров. Поэтому не так высоко. И 95% населения, которое здесь проживает, это майянское племя Кекчи.
В этой деревне всего несколько кафе, мы зашли в одно из них, чтобы позавтракать и попить кофе. Также из этого кафе открывается шикарный вид на джунгли и на красивые горы. Примерно в 10 километрах от города Ланкин располагается природный памятник, уникальный, к которому мы сейчас и направляемся. Он называется Симук Чэмпей. Вот примерно так выглядят древние народы Кекче в их уникальном наряде. Красивые юбки у всех. Добраться до Симук Чэмпей можно разными путями. Можно заказать трансфер полноценный, который вас заберет, отвезет, привезет. А можно поехать на более бюджетном варианте. Это вот такой вот пикап автомобиля. Собственно говоря, его-то мы с вами и выбрали. Вот мы сейчас пришли к остановке, откуда отходят все пикапы. И вот на одном из них сейчас поедем. Нашли, в общем, джип, теперь забираемся в его кузов. Конечно, у нас первый такой опыт. В ближайшие 40-45 минут наслаждаемся видами и пытаемся держаться. Сейчас мы взбираемся все выше и выше в горы. Открываются сумасшедшие виды. Природа, красота. Кто-то едет в кузове грузовика, как мы, а кто-то едет сзади на тук-туке. Поэтому, ребята, выбирайте сами. Лично наше предпочтение — это точно кузов грузовика. В итоге в кузове пикапа мы потряслись порядка 25 минут. Заплатили 25 кецалей с человека. Далее проезд закрыт. Вот здесь дорога закрыта. Нам сказали, что нужно ждать где-то полчаса, может быть даже час. Либо можно просто по дорожке пройтись минут 5-10, и мы будем уже у цели. Мы, конечно же, выбрали второй вариант. На протяжении всей дороги идут ремонтные работы, постоянно проезжают грузовики с огромными камнями, с техникой. Дорога то резко идет вниз, потом приходится подниматься вновь на горочку. Вот мы уже минут 15, наверное, идем. Но зато виды, как я уже говорил, шикарные. Gracias. Gracias. Уже на подходе. Предлагают здесь и фрукты, и пиво, и воду. Шли мы, конечно, сюда не 5-10 минут, а, наверное, все полчаса. Но в любом случае мы наконец-то дошли. Сейчас мы уже точно дошли до места, куда должен был нас привезти джип, если бы не ремонт дороги. Здесь очень много продавцов. Взяли мы кокос за 15 кецалей. Уверен, что можно было взять за 10, но не было сил даже торговаться. Здесь располагается небольшой пятачок, на котором сосредоточены как раз все продавцы. И люди здесь ждут, видимо, трансфер вниз, потом, чтобы поехать обратно, так же, как мы поедем. Также мы слышали, что нужно будет заплатить за вход 50 кецалей, но
Пока пропускного пункта здесь мы не видим. Сладкий кокос, прохладный. Самое то после такого сложного подъема. Да, трекинг на самом деле был не запланирован, потому что мы с вами сейчас только дошли до начала пути. Попробуй. Очень вкусный и сладкий кокос. Неожиданно. Такие местные здесь интересные. В Гватемалке ходят в красивых пышных юбках. Да, я уже в городе показывал. Готовят лепешки, тортили. Там такая местная, прям колоритная жизнь. Вот это колорит, ребят, конечно. Да, но здесь они это делают для туристов все-таки, надо признать, а не для себя. Помимо лепешек здесь также готовят различные супы, блюда из курицы. Вот мы видим очень много курятины здесь. Hola. Gracias. Симук Чампей был открыт для туристов лишь в середине 50-х годов, а в 1999 году это место получило статус национального памятника по указу президента Гватемалы. Это достопримечательность, которая образована рекой Каабон, там множество натуральных бассейнов. Мы сейчас как раз гуляли вдоль этой реки, чтобы добраться до входа на обзорную площадку. Перед входом мы записываемся в тетрадь, пишем свое имя, фамилию и платим 50 кецалей с человека. Все? Сперва мы прошли 415 метров, как гласила табличка, а сейчас мы видим еще одну табличку 500 метров наверх. Это чтобы уже подняться к обзорной площадке. Я, если честно, думал подождать тебя здесь. Нет, вообще без вариантов. Ты пойдешь со мной, потому что проделать такой путь и не подняться наверх, ну так нельзя делать. Ну да, Мирадор или обзорная площадка — это, наверное, одно из главных в этом национальном парке мест. Поэтому, наверное, нужно подняться, чтобы увидеть все своими глазами, друзья. Да иду, я тоже иду. Поднимаемся мы около получаса наверх. Надо сказать, что это непросто, потому что и душно, и жарко, и очень крутые ступеньки. Также здесь мы увидели сейчас семейство обезьян. Лежат, значит, они на ветках, отдыхают где-то по двое. Я бы тоже, знаете, так на веточке бы полежала, отдохнула от жары. Да. Вот здесь. Спустя примерно минут 40-45 мы дошли до обзорной площадки. Вот это я понимаю, ребята, такой красивый цвет воды. Это, конечно же, отличается от того, что мы видели там внизу. Бирюзовый, лазурный, и там еще можно купаться внизу. Какая красота, смотрите. Бассейны с различными каскадами. Я очень надеюсь, что после того, как мы полюбуемся сейчас этим видом, мы потом спустимся вниз и также сможем искупаться внизу. То, что мы сейчас видим внизу, это не что иное, как 300-метровый известняковый мост. Именно под ним протекает река Каабон, а уже сверху расположены бирюзовые ступенчатые бассейны. После того, как полюбовались видами с обзорной площадки, мы начинаем свой путь к бассейнам. Как мы видим, идти нам 700 метров, но хорошо, что вниз. Во время спуска можно видеть красивые толстые лианы, покрытые мхом. Уже слышим шум воды, шум каскадов, небольших водопадов. Уже спускаемся минут 25, то вверх, то вниз. Но скоро, надеюсь, уже
дойдем до бирюзовых бассейнов и будем купаться. Все, мы это сделали, скоро покажу вам бассейны, в которых мы будем купаться. А сейчас мы дошли до переодевалок. Здесь есть удобная беседка, в которой можно взять небольшой ящик, сложить туда свои вещи, переодеться. Есть удобные ящички, правда мы не разобрались, где взять ключ от этого ящика. Потому что здесь есть даже замочки кодовые, да? Да. Но ключей нигде нет. Возможно, это какая-то история с гидами. То есть гиды выдают ключи специально, а те, кто приходит сюда своим ходом, пользуются просто этим ящиком, как хотят. Да, специально обычного человека мы здесь не увидели. Но в любом случае оставим здесь свои вещи и уже скорее купаться. Это место Симук-Чимпей, так и переводится с древнего языка майя народов Кекчи, река, скрытая под землей. Сейчас мы отправляемся купаться в эту реку. Фух, после такой прогулки по джунглям, не знаю, чего и желать лучшего, чем окунуться в прохладную реку. Кстати, водичка здесь не очень холодная, видимо, на солнце прогревается, но цвет, правда, бирюзовый, просто чистейшая вода. Здесь также множество мелких рыбок, поэтому если вы просто будете сидеть на берегу, то порция пилинга вам обеспечена. Один бассейн перетекает в другой. Поэтому можно наслаждаться его каскадами. Как тебе водичка? О, да великолепие. Не хватает только какого-нибудь, знаете, коктейля или мичеладос для полного счастья. Но, кстати, я видела здесь табличку, что даже здесь нельзя испивать алкогольные напитки. Да и вообще надо сказать, что здесь нет ни одной палатки ни с напитками, ни с едой. То есть здесь никаких торговцев. Да. Нам говорили, что это вообще частная территория здесь. Зона национального парка. Не знаю, как здесь национальный парк пересекается с частной территорией, но в любом случае... Да, в целом вообще счастлив, что сейчас можно здесь купаться, потому что, мне кажется, летом, я не знаю, 5-7, и все, здесь все будет перекрыто, нельзя будет купаться, нужно сохранить природу. Но пока наслаждаемся, друзья. Еще в этих бассейнах совсем разная глубина, иногда даже до дна не достаю, то есть больше 2 метров точно, а иногда вот, как Тома, можно стоять на камушках. Однозначно рекомендуем вам этот трекинг, в конце которого можно искупаться в потрясающей бирюзовой реке. Недаром Гватемала считается страной с удивительной природой. Ну а мы на этом прощаемся. Если понравился наш выпуск, ставьте лайк. Пишите комментарии и всем до новых встреч. Увидимся в Гватемале. Пока-пока.